Делюсь рецептом, как приготовить быструю пиццу, максимально похожую на настоящую. Что отличает настоящую пиццу прежде всего? Конечно же, это полые бортики, которые не забиты тестом, они воздушные, хрустящие и очень вкусные. В теплую воду добавьте дрожжи, сахар и муку. Все хорошенечко перемешайте и оставьте опару на 20 минут. Она должна превратиться в консистенцию сметаны. Сами понимаете, невозможно сделать обычное пельменное тесто, тут же его запечь и съесть. Будет, конечно же, невкусно. Как у любого продукта, у пиццы есть свои секреты. Для того, чтобы тесто пельменное превратилось в тесто для пиццы, его нужно подержать немного в холодильнике, часа 3. Это тесто холодной расстойки. Для абсолютно настоящей пиццы холодная расстойка должна длиться как минимум ночь, но максимально похожая на это достаточно 3-4 часа постоять в холодильнике. В отличие от обычной расстойки, при холодной тесто претерпевает ряд очень полезных изменений, которых не добиться обычным способом. И тот самый привычный вкус пиццы, который вы хотите получить можно только лишь при этом способе. То, что многие предлагают делать тесто на кефире, твороге и бог знает чем еще и еже с ними, я считаю, что это неправильно, потому что это получается обычные пироги открытые, но никак не пицца. Вот так выглядит готовая опара, посмотрите. Здесь нет никакой шапки грибной высокой, она и не нужна. Сейчас мы берем эту опару, переливаем в глубокую миску, где будем замешивать уже само тесто. Советую муку перед тем, как просеивать в опару, предварительно еще 1-2 раза просеять. Так тесто у вас будет еще более легким, нежным и воздушным. У всех мука разная, поэтому очень сильно в рецепте не смотрите, сколько написано. Подмешайте муки ровно столько, чтобы замесить такое густенькое, липкое, подвижное тесто. Оно не должно быть ни в коем случае крутым. Примерно вот такая вот консистенция должна получиться у теста. Главное, с мукой не переборщите. Вы всегда потом можете добавить уже, когда тесто подойдет, слегка мучки, чтобы у вас получилась именно такая вязкость, как вам нужна, чтобы сформировать из него пиццу. Когда мука полностью вошла в тесто, добавьте масло оливковое и еще слегка вымесите. После этого накройте миску с тестом пищевой пленкой, желательно обернуть 2 раза для отсутствия доступа воздуха и для того, чтобы никакие сквозняки и ничто не повлияло на тесто. Когда оно поднимается, оно очень не любит этих посторонних воздействий. Теперь сделайте одну расстойку в теплом месте. Для этого миску с тестом поставьте в печку, включите буквально на 10 секунд на 80 градусов, у вас будет в печке примерно 36-38 градусов тепла. И пускай она там постоит 1 час, оно поднимется довольно существенно. После этого обомните тесто и уберите уже его в холодильник на 3 часа. И вот после этого можете спокойно раскатывать, класть сверху начинку, и у вас будет шикарная, очень вкусная пицца. Это самый быстрый вариант пиццы, который я всегда делаю. Я перепробовала очень-очень много. Ни в коем случае не добавляйте в тесто ни молоко, ни яйца, ничего подобного, чтобы у вас получилось сдоба. Тесто для настоящей пиццы максимально простое. В нем только вода, дрожжи, сахар, соль и масло оливковое. Ну и, конечно, мука хорошая, высшего сорта. Желательно брать муку 9-12 белков. Это написано на упаковке.